Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Пустыня не прощает слабости. Это было первое, что Иван Морозов узнал, когда полвека назад приехал сюда с молодой женой Анной, полной надежд и глупой юношеской отваги. Пустыня — это не просто место на карте. Это живое, дышащее существо, которое медленно, но верно перемалывает камни в песок, а людей — в воспоминания. Теперь Ивану было за 70. Его лицо напоминало карту местности. Глубокие морщины, словно высохшие русла рек, пересекали лоб и щеки, кожа, дубленая ветром и солнцем, приобрела цвет старого пергамента. Он остался один. Анна ушла первой, забрав с собой цвет и тепло из этого дома. Дети выросли и улетели, как перелетные птицы, испугавшиеся вечной засухи. Они писали редко, звонили еще реже, и их голоса в телефонной трубке казались Ивану далеким эхом из другой жизни, где есть асфальт, бесконечная вода и суета. Каждое утро начиналось одинаково. Иван просыпался затемно, когда воздух был еще пронзительно холодным, пил крепкий, почти черный кофе и выходил на крыльцо. Он смотрел, как солнце поднимается над горизонтом, окрашивая дюны в кроваво-красный цвет. В этом была суровая красота, которую он научился уважать, но перестал любить. В то утро все было как обычно, пока ветер не принес звук. Сначала Иван решил, что ему показалось. Ветер в этих краях умел шутить злые шутки. Он мог выть голосом плачущей женщины или скрипеть ставнями так, будто в дверь кто-то скребется. Но звук повторился. Тонкий, прерывистый, отчаянный писк. Это был звук умирающей жизни. «Койот», — пробормотал Иван себе под нос, надевая шляпу. Или лиса попалась. Он мог бы остаться дома. Закон пустыни прост. Выживает сильнейший. Вмешиваться в этот круговорот значит спорить с самим Богом или дьяволом, смотря кто сегодня дежурит над этой выжженной землей. Но что-то кольнуло его в груди. Может, это была та самая тишина, которая стала слишком невыносимой, или странное предчувствие. Иван взял старое ружье, на всякий случай, и пошел к конюшне. Старый мерин Буран, такой же древний и упрямый, как его хозяин, недовольно фыркнул, но позволил себя оседлать. Они поехали вдоль линии ограды, туда, где забор граничил с дикой степью. Звуки становились все тише, слабее. Когда Иван добрался до места, солнце уже начало припекать, выжигая остатки ночной прохлады. У столба, наполовину засыпанного песком, лежала собака. Она была мертва уже несколько часов. Ее тело, истощенное и покрытое пылью, казалось просто еще одним бугорком на земле. Дворняга. Каких тысячи. Но рядом с ней, сбившись в крошечный дрожащий комок, копошились 3 щенка. Они были размером не больше ладони Ивана. Слепые, беспомощные, они тыкались холодными носами в остывший бок матери, пытаясь найти тепло и еду, которых там уже не было. Иван спешился. Буран переступил с ноги на ногу, косясь на мертвую собаку. «Ну и дела», — выдохнул старик. Голос прозвучал хрипло после долгого молчания. Он смотрел на щенков, и в голове крутилась холодная рациональная мысль. Они не жильцы. Выкормить таких — адский труд. У него нет ни времени, ни сил, ни желания возиться с пипетками и тряпками. Проще, гуманнее было бы прекратить их мучения прямо сейчас. Один удар, и пустыня заберет свое. Он даже потянулся к ружью, но рука замерла. Один из щенков, самый маленький,
Вдруг поднял голову и издал звук. Не писк, а скорее тихий сиплый вздох, словно жалуясь лично Ивану на несправедливость этого мира. Иван чертыхнулся, выругался грязно и витиевато, проклиная свою мягкотелость, проклиная Анну, которая наверняка сейчас смотрела на него с небес и укоризненно качала головой, если бы он уехал. Он снял с себя куртку, грубую джинсовую ткань, пропитанную запахом лошади и табака. Бережно, стараясь не повредить хрупкие тельца, он собрал щенков. Они были ледяными. Жизнь в них едва теплилась, как уголек на ветру. «Ладно», — сказал он им, заворачивая их в куртку и прижимая сверток к груди. «Ладно, попробуем поспорить». Следующие 2 недели превратились в размытое пятно из бессонных ночей, запаха теплого молока и постоянного страха. Иван обустроил им место у дровяной печи в старой плетеной корзине, где когда-то Анна хранила пряжу. Он нашел старую пипетку, развел козье молоко, добавив туда немного желтка, как учил его отец, и начал борьбу. 2 щенков, те, что покрупнее, начали приходить в себя уже через пару дней. Их шерстка заблестела, они стали активнее ползать по корзине, толкая друг друга. Но третий был безнадежен. Он был вдвое меньше братьев, совсем слабый. Он почти не ел, только тихо скулил, и дыхание его порой прерывалось на пугающе долгие секунды. Иван назвал его про себя «уходящий». Не хотел давать имя, чтобы не привязываться. Но именно с ним он проводил больше всего времени. Он носил его за пазухой, под фланелевой рубашкой, делясь теплом своего тела. Когда щенок задыхался, Иван массировал его грудную клетку одним пальцем, чувствуя, как под тонкой кожей бьется крохотное, отчаянное сердце. Когда они открыли глаза, мир на ранчо изменился. «Ну, давайте знакомиться», — сказал Иван, глядя на 3 пары любопытных глаз. Самого крупного, с белым пятном на груди и громким голосом, он назвал Гром. Этот пес ничего не боялся, первым вылез из корзины и первым облаял хозяйские сапоги. Второго, серого и лохматого, вечно измазанного в зале или земле, Иван назвал Пыль. Пыль был веселым, неуклюжим и вечно создавал хаос, переворачивая миски и запутываясь в половиках. А третьего, того самого, которого Иван вытащил с того света, он назвал Малыш. Малыш отличался от братьев. Он не носился, сломя голову за мухами, не грыз ножки стульев. Он сидел и смотрел на Ивана. В его глазах, темных и глубоких, читался интеллект, несвойственный собаке. Он понимал все. Ранчо ожило. Тишина, которая годами душила Ивана, отступила. Теперь дом был наполнен цоканьем когтей по деревянному полу, веселым лаем, звуками возни и, самое главное, голосом самого Ивана. Он снова начал разговаривать. Сначала только команды. «Фу! Ко мне! Есть!» Потом начал комментировать свои действия. «Надо забор поправить, Гром, а то опять козы уйдут». А потом, незаметно для самого себя, начал делиться мыслями. Вечерами, сидя на крыльце, Иван курил трубку, а у его ног лежали 3 пса. «Знаешь, малыш», — говорил он, глядя на закат, — Анна любила это время суток. Она говорила, что только на закате пустыня показывает свое истинное лицо, мягкое и грустное. Малыш клал голову ему на колено и вздыхал, словно подтверждая: «Да, хозяин, я знаю». Гром вырос в мощного пса, защитника. Он патрулировал территорию, гонял шакалов и чувствовал себя главным охранником. Пыль остался вечным щенком в душе. Он мог часами гоняться за перекати полем или рыть ямы в поисках воображаемых сусликов. Малыш же стал тенью Ивана. Куда бы ни шел старик, чинить трактор, проверять насос или просто гулять,
Малыш был рядом. Он не путался под ногами, он просто присутствовал. Его верность была абсолютной, тихой и ненавязчивой. Однажды летом, когда жара стояла такая, что плавился воздух, небо на горизонте почернело. Иван знал этот цвет, цвет пыльной бури, смешанный с грозой. Редкое и опасное явление. «В дом! Все в дом!» — закричал он, загоняя скот в сарай. Ветер ударил внезапно, словно гигантский молот. Песок поднялся стеной, закрывая солнце. Небо разверзлось ливнем, мгновенно превращая сухие овраги в бурные потоки грязи. Иван успел заскочить на веранду, когда понял, что собак нет. «Гром! Пыль! Малыш!» Ветер уносил его крик. Страх, липкий и холодный, сжал сердце. Они могли спрятаться под сараем, их могло смыть потоком во враге. Не раздумывая, Иван схватил веревку, накинул дождевик и бросился в бушующую стихию. Дождь хлестал по лицу, песок скрипел на зубах. Он шел почти на ощупь, пробиваясь сквозь стену воды. Он нашел их у старого русла ручья, которое теперь бурлило грязной водой. Гром и пыль жались друг к другу на маленьком возвышении, отрезанные водой от берега. Они скулили, глядя на прибывающую воду. Малыш бегал по берегу, лаял, пытаясь найти способ добраться до братьев, но поток был слишком сильным. «Держитесь!» — заорал Иван. Он обвязал себя веревкой, закрепил конец за старый ствол дерева и полез в воду. Поток сбивал с ног, камни больно ударяли по голеням. Иван добрался до островка, схватил пыль за шкирку, перебросил через плечо. Гром, сильный и умный, сам прыгнул в воду, следуя за хозяином. Выбравшись на берег, Иван упал в грязь, тяжело дыша. Собаки тут же облепили его, вылизывая лицо, скуля, толкаясь мокрыми носами. «Живые, черти полосатые!» — шептал он, обнимая их мокрые шеи. «Все живые!» В тот вечер, сидя у камина и вытирая собак полотенцами, Иван окончательно понял — это не просто животные, это его семья, единственная семья, которая у него осталась. Годы шли. Время в пустыне течет странно, дни кажутся бесконечными, а годы пролетают, как один миг. Иван постарел еще больше. Суставы ныли перед дождем, спина не разгибалась так легко, как раньше. Собаки тоже изменились. Морда Грома поседела, он стал степенным и важным. Пыль немного успокоился, хотя все еще любил поиграть. Малыш остался прежним. Его глаза все так же внимательно следили за каждым движением хозяина, угадывая его желание без слов. Беда пришла на рассвете. Иван вышел набрать воды из бака, когда услышал рычание, низкое, утробное, от которого волосы встали дыбом на затылке. Это был необычный койот. Из-за угла сарая вышел зверь. Огромный, паршивый, с пеной у рта. Одичавший пес или гибрид, каких иногда рождает пустыня. Он был истощен, но в его глазах горело безумие. Иван попятился к двери, понимая, что ружье осталось внутри. Зверь напрягся для прыжка. Старик понял, что не успеет. И тут между ними мелькнула тень. Это был малыш. Самый маленький из стаи, он без колебаний бросился на перерез монстру, который был вдвое крупнее его. Удар был страшным. Клубок тел покатился по пыли. Гром и пыль вылетели из-за угла секундой позже, с яростным лаем бросаясь на помощь, но первые, самые страшные секунды боя принял на себя малыш. Иван, спотыкаясь, влетел в дом, схватил ружье и выскочил обратно. «Прочь!» — заорал он, вскидывая ствол. Гром и пыль оттаскивали хищника, рвали его бока, но тот вцепился в горло малыша мертвой хваткой. Раздался выстрел. Эхо раскатилось по пустыне, спугнув стервятников. Зверь обмяк и повалился на бок. Наступила тишина. Гром и пыль, тяжело дыша, стояли над поверженным врагом. Иван бросил ружье и упал на колени рядом с малышом. Шея маленького пса была растерзана. Кровь толчками уходила в сухой песок, который жадно впитывал ее.
«Нет, нет, нет», — шептал Иван, пытаясь зажать рану руками. «Малыш, держись. Ты же выжил тогда, в корзине. Ты сильный». Пес посмотрел на него. В его глазах не было страха, только спокойствие и бесконечная преданность. Он слабо лизнул руку Ивана, которая была в его крови. «Я сейчас. Я принесу бинты. Мы остановим кровь». Но Иван знал. Он видел смерть слишком часто, чтобы не узнать ее печать. Он перенес малыша на веранду, положил на свою старую куртку, ту самую, в которой принес его щенком. Гром и Пыль легли рядом, положив морды на лапы. Они тихо поскуливали, чувствуя, как уходит их брат. Солнце начало садиться, окрашивая мир в те же кроваво-красные тона, что и в день их встречи. Малыш тяжело вздохнул. Его хвост один раз слабо стукнул по полу. Тук. Последний привет. Последнее «Я здесь, я люблю тебя». И он затих. Грудь перестала подниматься. Иван долго сидел неподвижно. Слезы, которых он не лил даже на похоронах жены, текли по его морщинистым щекам, теряясь в седой бороде. Он плакал не только о собаке. Он плакал обо всем, об Анне, об уехавших детях, о своей одинокой жизни, о жестокости этого мира и о маленьком существе, которое подарило ему столько тепла.